Так. Раз. Всем привет. Всем здорово. Так, окей. Сегодня продолжаем Кроноса. Так, давайте-ка я увеличу громкость микрофона. Как будто бы надо. Вот где-то, по-моему, вот так вот нормально, да? Ну, вроде бы. Так, хорошо. Так, где там наша игра? Ага, все. Запускаем. Так, ща. Так. И хотя первые шаги давно ушедшем мире могут показаться тяжелыми и беспощадными, специализированные инструменты путников призваны облегчить им эту ношу. Выбирайте те, что подходит вам лучше всего, и развивайте собственные приемы и стратегии. Со временем вы научитесь побеждать в суровом мире новой зари. Такова наша миссия. Прикольно. Да, я вспомнил, что я хотел сделать. Вспомнил. Так. Ага. Камеру настроить хотел. Угу. Все. Ну что, продолжаем. Так, на чем мы остановились? Помнится, мы должны были... Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 7 косик. Так. Поделиться смотрителем новой информацией. Ну да.
Я вернулась. Отлично, ты нашла нужную нам информацию? Похоже, последнее известное местонахождение исследователя было в аббатстве на окраине города, сектор А-25. Доктор доверил его своей дочери, Элизе. Она моя следующая цель. Интересно. Окраины. Ну-ка посмотрим. Тебе придется ехать туда другим трамваем. Вот, это должно открыть другую станцию. Что это? Новый модуль? Артефакт? А ты? Ты что-нибудь нашел? О да, нашел. Я сделал поистине захватывающее открытие. Ну рассказывай. Похоже, наш блудный сын не просто обычный путник. Понимаешь, назначение на роль исследователя означает быть ведущим для всех пробудившихся, чтобы выполнять миссию объединения. Именно он создает новые разломы для таких, как ты. Ничего себе. Для тех, кто вбивает свой якорь в землю и настраивает его на себя. Но исследователи не пользовались такими примитивными инструментами. О нет. Их легендарные реликвии делали их более могущественными, уникальными, бесценными. Независимыми. Именно так, можно сказать. Если бы мы могли использовать хоть малую часть этой силы, это помогло бы нам восстановить все, даже нас самих. А что насчет терминала? Да, мы могли бы подключиться к нему и загрузить в него эссенции, которые преследуют тебя. Сущность. Мы могли бы спасти тебя, освободить тебя и даже больше. А разве ты не находишь это прекрасным, путник? Когда мы наконец его найдем, ты уверен, что он будет на нашей стороне? Ну, почему ты спрашиваешь вообще? Я встречал его цель. Он отказался экстрагировать ее. Такие, как исследователи, не принимают импульсивных решений. Его действия, скорее всего, были более обдуманными и целенаправленными, чем ты думаешь. Может, он знал что-то, чего мы пока не понимаем. Или, может, он просто поддался их влиянию. Как и ты. О, что это красное? Чтобы быть хорошим путником, нужно следовать принципам призвания. Но если посвятить себя этому, мы больше сосредотачиваемся на выполнении приказов объединения, чем на фактической помощи ему. Может, некоторые правила нужно нарушать. Может, нам стоит прислушаться к голосам тех, кого мы спасаем. Угу. Такова наша миссия. Я обещаю тебе. Это даст всем нам шанс начать все с чистого листа.
Просто доверься мне. Сможешь? Ну... Да у меня-то выбора нет. Ну ладно. Доверимся. Я тебе доверяю. Ну, по сути, никого кроме него, ну, нет у нас вообще в этом мире. Ну, кроме еще этих сущностей. Ну, по факту, только он есть. Остальные зараженные. Или еще какие. Ну, буквально во всем мире. Только ты да я, так сказать. И все. Угу. Так, а чё мне дал вообще? Так. О, что-то новенькое. Станция Б. Нажмите X, чтобы переключиться между лучами. И чё? А-а-а. Господи, я вообще не догадывался. Процедура завершена успешно. Ясно. Электрическую цепочку должны выстроить. Понятно, понятно. А такого я больше не помню, кстати, вообще не было. Или где-то есть, но... Это мне прям возвращаться надо, походу. Чтобы найти такое место. Окей. О, сокровище.
Мне нужен найти способ запитать его. Снова. Запустить первый генератор. Понятно. Так, тут где-то кто-то кряхтит. Так, пойдем посмотрим наверху, что. Тут провод как будто бы ведет. Так, невозможная роскошь. Дорогая Анна, ты была права, как всегда. После перекрытия всех дорог из города и введения военного положения, я боюсь, что покинуть Новую Зарю уже невозможно. Я присоединился к группе людей, пытающихся сбежать отсюда. Мы пробуем все способы, несколько богатых смогли выбраться, отдав все ювелирные украшения, которые были при них. Мы же, простой народ, не имеем такой роскоши. Большинство не имеет при себе ничего ценного, но мы будем пытаться до последнего. Если каким-то чудом ты получил это письмо, знай, что я люблю тебя. Я не должен был сюда приходить, Франк. Ну, слушайте, кажись, мне вообще больше никого нельзя брать, в сущности, свою филактерию. Ну, просто не надо брать. Если кто-то будет, то просто отказаться надо. Видимо, такой расклад. Так, ну и чё? Я вырубил генератор, мне плевать, сколько взяток или эти коммуняки тебе предложили. Их деньги вам все равно больше не пригодятся. Они выжали из нас все, что могли, а теперь хотят свалить? Нет уж, так не пойдет. Эта чертова болезнь не выберется из этого проклятого города. Правильно. Все правильно. Так, оно же не включится, типа, да? Так, ага. Ну да. Так, тогда я пришел отсюда, идем сюда. Проходной коридор. Окей. Блин, вот же сволочь. Я что-то не понимаю в этой теме. Ну, типа...
А, любую стену можно встыкать. Да ты чё? Ну это прям сильно меняет все. Я думал только в железке, может, почему-то. Так. Платформа 3 питания. Так, это первый генератор, оказывается. Остался еще один. Нет, это уже начинает надоедать. Угу. О, открывается! Здрасте. Агент Каттер с делевое. Угу. Плюс ядро. Сейчас у меня, по-моему, 3 ядра. И на слот сейчас потратим. Хе. Так. Игровая приставка. Так. О. Так, вот это вот, по-моему... Сволочь. Зенек, сегодня приезжает министр Дубродский. Пусти его, он покажет тебе свой партбилет. И не он будет охереть, какая большая сумка с деньгами. Приведи его до склада и подожди там, пока они будут парковать все говно для перевозки, потом посади его на поезд. Не облажайся, когда все закончится, мы сможем начать новую жизнь. Грабануть его хотели. Так.
Окей. Точный выстрел в голову. Блин, я подумал, это у него такой тонкий хуй торчит. Как-то странно показалось. Ё-моё. Ну как ты. Ага. Блин, столько вещей продать надо. Ёлочка, ёлочка. О, плюс еще одно ядро. Ой, кошка. Отлично. Ну, это великолепно. Это просто великолепно. Я экстрагировал сущность в секторе А-33 и смог вернуться, но что-то повлияло на стабильность передатчика моего якоря, я вернулся далеко от координат погружения. Мне сложно понять, поврежден ли мой темпоральный панцирь. Я замечаю небольшие сбои в некоторых когнитивных функциях. Если мне удастся восстановить питание поезда, я смогу выбраться отсюда. Таков наш путь. Так, ну, 5000. 5000. Блин. Особо ни на что не потратишь. Ну, давай скорость зарядки увеличим. Так, химикаты купим. Металлолом. О, живем. Так, сейчас погоди, мистер Кот. Только не убегай. О, молодец. Сидит, сидит. А, я к нему не смогу подобраться.
Так, больше ничего нету. Ёп, твою мать. Что это было? О, ты здесь, здорово. Так. Как же много нас страну. Так. А у нас тут продолжение.
Энергопластина. Контейнер, который путники раньше использовали для хранения энергии на рабочей станции, его можно заменять на энергию. Ништяк. Так. Угу. По боеприпасам все хорошо. По ресурсам тоже прикольно все. О, добрый вечер. Так. Надо вернуться. Продать энергопластину. О! Какой скрытый ящик. Ходил, кстати, к парикмахерскую сегодня. Ну, из того, что рассказать можно, что я сегодня делал. Так. Я заметил. Без комментариев. Да. Это, конечно, пиздец. Так. Блин, ну дробовик прокачать. Или автомат. Автомат прокачать. Патрона у меня к нему не было. А борода у тебя давно так растет? Да, давненько. Ну, в целом, оно еще сильнее начало расти, когда я, по-моему, в детстве бритвой вот так вот делал. Там как пух рос. Ну, волосня росла, как пушок. Мне это не особо нравилось. Я его сбривал. И потом оно становилось все жестче и больше. И вот. Типа, если хочешь, чтобы у тебя борода росла, надо беспричинно бриться. В тех местах, где борода нужна. Ага, понял. Я провел на себе стандартный тест на когнитивные способности. Результаты. Я скучаю по ней. Сначала-то новая броня была крутой и все такое, и было весело стрелять в монстров, но прошло так много времени, и внутри меня поселилось глубокое одиночество. Она бы знала, как мне нужно было радость. Я очень по ней скучаю. МД 43-35. Вот камера есть, что взять не можем.
Эм. Так. Может, в генах есть еще другие ипносы, Не помимо знаю. якутской. Не думаю. Ну, провериться надо бы. Мне конкретно родители, конечно, говорили, что я прям чистый-чистый сафа. И они, ну, в этом убеждены, но если провести, ну, ДНК-тест, то, наверное, что-то можно интересное узнать. Может, я прямой потомок Чингисхана, нахуй. Ну, это понятно. Погодите-ка, и чё? И чё? Я телеки включил. А, типа тут еще что-то изменилось. А, вот это киоск. А, так и задумано. Блин, вот прикольно, когда ты делаешь то, что якобы не задумано по основному сюжету, или как будто бы говорит о том, что так не задумал разработчик. То есть это приятный игровой опыт. Хотелось бы такого побольше, типа, сделать в игре. Но не так, что прям сильно навязчиво, а так, чтобы игра не казалась сильно сломанной и все такое. Ну, не знаю, как-то в меру, что ли. Как-то правильно. И здесь, ну, прям не сказать, что это все неправильно или правильно, просто мы вроде как идем по основному сюжету. И вроде бы все сделал правильно. Ну, вы поняли о чем. Так, убежище на окраине. Мы все умрем. Я не собираюсь ждать здесь, когда эта тварь превратит нас в богомерзких уродов. Эти люди обманывают себя, думая, что помощь придет. Если нельзя покидать город, значит и входить в него то тоже нельзя. Все кончено. Чем скорее ты со всем этим и смиришься, тем лучше. Сейчас остается только молиться. Я иду в церковь. Если Божена сказала правду, то монахини принимают всех нуждающихся под свою крышу. Они могут принять и меня. Ищи меня там, спроси про церковь последних дней, и да помилует нас Господь. Так, погодите-ка, давайте-ка я попробую... Да, вот так вот сделать. Но, бля, это такое себе. Ну, вот так вот получше, как будто бы, да, если вот так сделать. Но, с другой стороны, голос мой будет как будто бы в каких-то моментах ограничен. Ну или нет, не знаю. Че, вот так вот звук лучше? Ну, типа голос. Если лучше, то, конечно, ставлю. Но почему-то мне казалось, что вариант с тем, что я, если оставлю свой естественный голос... Не фонит. Не фонит, но... Ну ладно. Все, хорошо. Убедил. Я думал, это не сильно заметно. О, коска. Ёп, ты какая белая, вы гляньте. Здесь не место для кота. Увидимся на базе. Индия. Блин, для Индии она слишком белая. Ключ от магазина игрушек на станции Б. Индия должна была бы быть, ну, не знаю, цвета, ну, коричневого цвета, наверное. Ну, вы понимаете, о чем я. Так, ну...
Моя филактерия неисправна. Я должен вернуться. Ошибка. Запуск аварийного режима. Завершение. Наконец-то. Кто не спрятался? Я не виноват. Лол. Путник стал... Повышение Другим? уровня для артист свой ЛВЛ 11. О, с повышением уровня. Да. Там чел изменился конкретно. Стал этим Марселем каким-то. Но теперь микрофон надо поближе держать. Так. Я думал, пароль надо вводить. Окей, найс. Так, где был магазин игрушек? Silent Hill еще не купил. Не. Но будем играть после Кроноса. Silent Hill будем играть. Будем. Отлично. Так, магазин игрушек. Это он? Да, это он. What the fuck? Арбалет. Мощное оружие, способное уничтожить сразу несколько угроз, но требующее длительный перезаряд. Вот это елда. Жесть. Уф. И из чего он стреляет? Что за боеприпас у него? Дробовик, что ли? Я не понимаю. Нет, что-то боеприпасы... у него прям свои особенные. О, устанавливается связь с филактерией. Мажец Марсель. Да ну... А я его мать уничтожил. Так, ну... Такое, да. Не, я его трогать не буду, пускай лежит. Мажец Марсель. Просто если сейчас я его возьму, то мне придется кого-то... Антон, это время происходит события игры в декабре, поэтому Новый год. Блин. А то есть ошибка? Дед Мороз. Дед Мороз. Он тот Дед Мороз был, наверное, да. Это Блин, кто? этот пацан. Бедняга. Он меня не видит. А, создать его нельзя, что ли? Блин, у меня все оружие на свете есть. Ща, погодите-ка. О, да ну, он настолько мощный. Ебать. Не, я его положу тогда. Я его прям, ну, на крайний край положу вообще.
Ну, точнее, на крайний край отложу. Это что-то типа Магнума из Resident Evil. Или там, не знаю, базуки. А, во! Это типа РПГшки. Да. Из Обитель Зла 4. Вот это вот хорошая аналогия. Она слишком мощная. Так. Ну... Обойма 11. Это. Буда. Ага. Ну вот. А, он еще и взрывается. Ничего себе. Ну это да. Это очень трудно. Это мощное оружие, да. Поэтому положил его, пока пользоваться им не буду. Патроны у него слишком редкие. Так. Короче, с этим путником случилась какая-то странная херня. По типу он взял сущность пацана, но помимо сущности пацана у него, видимо, было еще множество. Вот и все, ёпта. Так. Что я... тут делаю? Ну, типа... Так, хорошо, там побывал. Ну, скорее всего, где-то тут. Что-то нужно сделать. А нет. Ну вот я дал питание, это же значит, что где-то что-то активировалось, но... Блин, я вот слышу себя, как это звучит, и прям пиздец не нравится. Но давайте я попробую как-то... исправить фоновый звук. Типа как-то так. Хотя тоже как-то не очень. Так, ладно. Еще один вариант сейчас применю. Так. Нет, немного не то. Трехполосный. Теперь Фанни только при активации голоса. Но... Вот. Не, хотя он тоже так... Ладно, тогда тут, видимо, знаешь, что я могу сделать? Чисто отрегулировать громкость микрофона. По факту. Ну вот типа так. Вот как-то так. Вот так нормально же, да? Ну типа громкости фонового шума особо нет. Ну не сильно, по крайней мере. Или вот так вот еще пониже. Вот так еще ниже. Могу сделать вот... могу... Ну, в принципе, вот так. Или вот так. Но вот так, когда звучит, конечно, намного лучше.
Ладно, сейчас еще один вариант попробуем. Хотя нет, не получится. Ну ладно, верну вот так вот сделаю. Что поделать? Просто тогда мне надо будет четче говорить, прям четко. Просто иногда эта херня, вот это шумоподавление, оно прям... Так вот. намного лучше, мне кажется. Ну да, ну просто я-то слышу, как это звучит. И он иногда съедает мои слова, как будто бы. Ну ладно, привыкну. Дело чисто в привыкании моей. Это любопытно. Питание 1, торговый центр. Ну, я тут вроде бы все сделал. Значит... Ничего не значит. Или... Отсюда куда-то может попасть. Блин, бедолага. Но меня же не обязывают запитать, а точнее взять сущность мажется Марселя. Да не, ну это бред какой-то. Торговый центр. Наверное, я что-то здесь упускаю. Так. Я сюда не ходил. Да, вот питание 1. Ай, ну что ты? Вот, повнимательнее надо быть, повнимательнее. Ну, он сам справился с задачей. Он сам умер. Мне ему даже помогать не пришлось. Ну ладно, я ему немного помог, но основное он сделал сам. Бочку взорвал. Да. Ну что ж, этот файт был такой здоровский, хороший. Угу. Так, по-моему, все бои... Ага, вот. Есть.
Карабин. Кажется, тут тоже ожидает меня засада. Там здоровячок ходит где-то. Блин, он везде успел нарисовать себя. Эти выглядят свежими. Хватай деньги и беги. Занок, забудь об этом идиоте Доброудском. Мы облажались. Рабочие взяли дело в свои руки и разодрали этого ублюдка на части. Те, кто был на той сраной станции, узнали его. Они набросились на него, как мухи на дерьмо. Что вполне понятно, учитывая, каким дерьмом он был. Жесть. Я никогда в жизни такого не видел. Я жду внизу с остальными ребятами. Они нас там не найдут. Хватай деньги, бросай эту чертову картину, пора валить из этой дыры. Порвали его, да. Блин, как же меня готовят просто к файту. Типа, ща будет пиздец, как жестко. Накидывают мне ресурсов тут, понимаешь? Нихера тут картин много. Вау. Ну чё, это босс-файт. Welcome to Arena. You are not alone. Понимаю. Готов. Три 3500 сюда.
По-моему, даже обошлось без урона. То есть он тут сидел, да? Ну да. Тесно ему было. Так. А. Отлично. Ага, лесенка упала. Так, надо лутаться. Наше любимое занятие после босс-файта. Кстати, на сей раз у меня патронов вообще не было. Ну. Хорошо, что уложился. Угу. Да ладно. Жесть, он толстый был. Я в него столько урона влил. Готово. Возвращайся к трамваю. Здорово, вышел Silent Hills. Твой жанр на Works. Да, привет. Привет, класс. Да, так и есть, так и есть. Но мы после этой игры, я думаю, в него поиграем. А то, наверное, много людей будет тут. Ай, ё-моё, ну что такое? Все. Когда эту игру пройдем, возьмемся за Silent Hill. Так. Ну, наверное, надо прокачать мою основную пушку. А то остальное, ну, хз. Ну, За дротик. японскую девочку играть на Виоле. Ну, кстати, да. Ну, не то чтобы это была моя тема играть за японскую девочку. Не надо мне тут. Как тебе в целом вселенная? Ну, ну, в целом, я думаю, с этим все согласятся. Ну, Я только про фильм шарю. Ну, да вообще, в целом, у вселенной Silent Hill есть проблема с целостностью. Вот. Вот прямо так вот хочется сказать. Короче, блять, ну вот, мне вот сложно говорить прям с этим фильтром. Вот хочется вот так вот поставить. Или, может быть, вот так, может. Ну да, так вот, как будто лучше, что ли. Раз-два, раз-два. Так. Во, вот так вот. Ну, вроде бы нормально. Но просто вот немного режет качество от того, как я говорю, но в целом хотя бы слова не съедает. Короче.
Они вот как будто бы стараются какой-то целостный сюжет там типа толкать там и прочее, но вот во всей этой картине вселенной Silent Hill вот шедевральная вторая часть вот прям все портит. Понимаешь? Типа первая часть была про вот этот культ и вся хуйня, и третья часть она продолжает эту тему вот основную про культ и там прочее, но вторая во всей этой теме, она как будто бы такая, ну блин, ну хер пойми. Ну, с одной стороны, понятно, про что. Типа, там, по сути, идет история о вине, о грехе и там прочее. Там чел пришел таким образом свои какие-то косяки исправить и все это в таком духе. Ну а так, в целом, с основным сюжетом, ну, мало что вяжется. О. А то, что потом дальше идет, ну, это тоже какая-то, типа, херня. То есть, в целом, первая, вторая, третья часть Silent Hill окейные. То есть, если первая часть вообще нам рассказывает о том, как Silent Hill вообще появился, вторая часть можно интерпретировать так, что как будто бы этот город еще может вот таким вот образом действовать на людей. И третья часть уже говорит о том, какие последствия были у первой части и во что там все в это вот выливается и так далее. Там появится этот новый бог или нет, или что-то в этом духе. О, нихера. Нифига меня кроет, если я стою на месте. Ну а четвертая часть, она, конечно, тоже прикольная, но тоже как будто бы... Получается, вторая часть ответвления, как бы альтернативная сторона. Ну да, я ее так воспринимаю. Она от основного сюжета сильно филлерная. Прям вообще не касается сюжета. Она прям чисто говорит... Вот если бы вся серия Silent Hill была бы такая, как вторая часть, было бы намного пизже, да? Ну, то есть, это даже работало бы с тем, как идет основной сюжет. Просто было бы такое ответвление того, что, ну, Silent Hill еще вот иногда забредают вот такие вот случайные ноунеймы со своими причинами, и вот так вот на них город влияет и так далее. А то, что потом вот начало происходить, там прям сильно пытались как будто оправдаться по основному сюжету, то есть там хоумкоминги и там прочее и так далее, все прям максимально старались рассказать историю Silent Hill и так далее, ну, продолжить его еще как-то. Но они все были максимально вторичны в плане восприятия, так как игра не только сюжетно проседала, но и геймплейно. Пиздец, какой кринж был. Но если бы вот другие части были бы в духе второго Silent Hill, там приходили бы какие-нибудь другие, ну, да тот же заключенный, например, как-то там пытался бы свои грехи там отмыть и все в таком духе, ну, по-хорошему, то было бы окей. Они там как будто старались сделать так, но, блин, вообще плохо работали. Короче, целостности нет вообще никакой у Silent Hill как вселенной. Нет цельной картины, на которую можно всегда ссылаться и говорить, что Silent Hill это
игра про ебанутый культ, который пытается возродить какого-то нового бога. Ну, так ты не сможешь сказать. Потому что есть вторая часть, которая Silent Hill, это про грехи и их отмывание и все в таком духе. Их искупление, это скорее. И так далее. А, вот, да, мне сюда. Стойте-ка, я... просто на трамвай сесть надо, наверное. Трамвайчик. Угу. Ха. Прикольно. Медведь и ослик или другой медведь пьют чай. Собака у них есть. А? И вот сейчас появился Silent Hill F, который вообще другой. Ну типа... Теперь это тупо Япония. Как понять это вообще? Ну как бы, как к этому относиться, я не понимаю. Так, отлично. Я прибыл в сектор А-25. Трамвай дальше не поедет, продолжу путь к аббатству пешком. Присоединяйся к нам, только единение в Христе может дать нам укрытие во время будущей бури. Церковь, последний дней твое убежище. То есть я бы понял, если бы вот этот вот новый Silent Hill назывался бы типа ну как-нибудь там Sakura Hill, да, или что-нибудь в этом роде. Ну я бы такое, окей, ладно. Это, видимо, про проклятый город, который находится в Японии, где также пытаются возродить какого-то нового бога. Ну, Silent Hill это про Америку, а Sakura Hill была бы про Токио, ну, типа Японию. Ну, или как-то еще иначе. Ну, просто чтобы в голове у тебя была ассоциация с Silent Hill'ом, потому что они были бы из одной вселенной. Но просто этот город было бы его расширением, типа новый город. Просто вот сильно восприятие как-то хуй пойми. Играем за японочку. Не критично, конечно, но я так чисто вкидываю идеи. Я добрался до сектора А-25, еще точку погружения. 1177. Что-то мешает работе моих датчиков. Они начинают сбоить, когда я подхожу к церковным зданиям. Я могу уловить лишь какое-то присутствие, голос.
Я не могу определить или проанализировать его природу. Я решил отнести его к категории враждебных. Такова наша миссия. А прикинь, эти голоса, которые он слышал, это просто молитвы монашек. И, возможно, такие есть. Но почему-то молитвы монашек стали пробиваться сквозь время и пространство. Ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. Я что прокачал вообще? Ну-ка. А, пистолет прокачал, ладно. Так. А ты сам Клосс поиграл уже? Silent Hill-то. Так. Послание верующим. Грядет спасение. Блаженны те, кто способен отличить гнев Господа от исполнения его обещаний. Не бойся, присоединяйся к нам. Под нашей крышей мы примем его вместе. Мы присоединимся к его милости. Церковь последних дней. Вау. Звучит многообещающе, конечно. Так. Раз. Хела Нулан. Вот так. Здорово, Гудзон. Привет. Чё, как оно? Если что, спешу тебя уведомить о том, что после Кроноса будет Silent Hill. Окей. Ауа. Сегодня или вряд ли? Ну, посмотрим, когда пройдем эту игру. Единство. Прости меня, дорогой. Я знаю, ты будешь в ярости, но если это действительно конец, я хочу провести свои последние дни с другими людьми, в церкви. Я никогда не была особо религиозной, но если не сейчас, то когда? Я боюсь смерти, но еще больше я боюсь умереть в одиночестве на этом карантине. Не верь тому, что говорят по радио и телевизору. Это все ложь. Помощь не придет. Я буду молиться за тебя. Елена. Вот это, конечно, классный друган. Слышь, бро, мы сдохнем, бро. Не парься, бро. Пока, бро. Ну, типа, она монашка, поэтому бро не говорит. А так, если бы монахи говорили бы бро, она бы обязательно так общалась. Дмитрий Пупкин, номер 1 310 736, пришел из портала. Ничего себе, целый знаменитый Дмитрий Пупкин пришел. Привет. Наслышан о вас, Дмитрий Пупкин. Вас приводят во всякие разные глупые примеры. Что за портал еще? Да, это так говорит про этот ВК Play. Там зрители приходят с портала. Так. Девочка с фарфоровой маской.
Ну ладно. Газоунау Z0 теперь отслеживает канал. Спасибо, Гудзон. Тебя и тут и там показывают. Охереть. Вот до чего техника На дошла. Юлвин Лалкс. Да. А чё я не пришел из портала? Ну, может, скоро придешь. Ну, видимо, это те, кто сидят и смотрят какое-то время, потом этот бот ВК Play говорит, он пришел из портала. Ля, какой ковер. У меня такой ковер был, по-моему. Ну, похож очень прям. Я вот по этим узорам в углах узнаю. Да, был. Он просто текстурка говна, но это он. Это точно он. Популярный. Ой, блядь, долбоёб. Я ничего не помню. Я его потерял. Он не был в безопасности. И я такое говорю. Эта игра имеет только пугать с помощью дешевых скримеров. 0 из 10 игра говна. Луки чё-то скучноваты. Ну это хрущи, что ты хотел. Блять! Однообразные. Ну типа. Ну в целом это да, ну как бы хрущи. Может быть, если бы... Они и так, по-моему, стараются всячески в комнаты добавлять разные детали. Там фотки, не фотки. Ну реально, всякое добавляют. Но это такие типа маленькие детали, которые, ну, сложно заметить, да? Но они есть, это да, они есть. Вот тут кто-то начитанный, набожно сидел. Свято тело единения и кровь его свята. Бесстрашно верующие будут жить и после конца времен. Они освободятся от оков плоти. Они услышат его голос, и они будут говорить его голосом. Аминь. Ну, можно было бы что-то, наверное, придумать, не знаю даже. Но это аббатство, локация. Типа аббатство в Советском Союзе, в Польше. Как бы он мог выглядеть? Ну, типа, это прям представить надо, я не знаю даже, как это можно было бы сделать, ну, хз, иначе. Ну, тут, в принципе, стены другие. Вот таких стен я не видел, таких часов не помню. Ну, такие коридоры, в принципе, ну, понятно, это человек. Ну, типа, реалистично.
know it's not professional. Я знаю, это не профессионально, но иногда я боюсь, что сделал ошибку, притащив тебя сюда. Потому что это опасно. Давид, ладно тебе, такое могло произойти где угодно. Да, хотя меня кое-что беспокоит. Почему она хотела говорить именно Why did с it тобой? want to talk specifically to you? It's a he. Это он. He И он is человек. a person. Да, прости, он не впервые здесь появляется, да? First Ты time he's appeared here, isn't знала его еще до металлургического завода, не так ли? it? You knew him before the steelworks, didn't you? David, Давид, я же тебе I говорила, told you. лучше тебе... It's better you. Вероника, мне нужно знать. No. That, Да, тогда мы встретились, но это не значит, что мы не знали but друг that друга doesn't раньше. mean we didn't know each other before. Срочный звонок. Зиберт, куда тебя нелегкого понесла? Когда вернешься, сразу же позвони мне. Это, видимо, Вероника. А? Ну да. Бомби. Так. Подождите-ка, знаете чё? Я вернусь на улицу. Потому что я не ходил сюда. Блин, а тут просто так. Я думал, тут тоже... А? Так, ну, это мне надо вот так. Ага. 3 тайны Фатимы. Праздничное место. С мая по октябрь, 13 числа каждого месяца, 18:00, молитвенное бдение круглый год. 13 числа каждого месяца с 11 до 21. Отпущение грехов. 1. 3 мая. 2. Наша Богородица Фатима, 13 сентября. Как у них все запутано. А прикинь, ты просто не разобрался и не пришел на службу. Все, пиздец. Будут плеткой хуярить, наверное. Или еще похуже. Но я не думаю, что прям расстрел за этим следует. Я думаю, ну реально. Плетки, отлучение от церкви. Если все время пропускать. Обзывать курва бобром. Почему-то слово бром он не пропустил как модерацию. Очень странно. Каких-то бромов, И чё? но каких-то бромов обижать может это слово, я не понимаю. Вечно безобидные сообщения банят. Вот это... Ну, прикольно. Ебать.
Блин, мне нужен большой ремкомплект. Чё-то вот прям тут нехорошо получилось. Очень нехорошо. Я прям на одну тычку. И прикинь, урон от падения ее, я умираю. Было бы забавно. О, все. Ты эту игру покупал же. Да, конечно, конечно. И Silent Hill тоже. Я все игры покупаю. На Yolin Laux. У меня на счету Стима 1000 биткоинов. Там так вот считают люди. Смотрю, Денила уже не ставит особо. Ну, потому что негативно, как будто бы. Да, но все равно ставят, но тем не менее еще и не ставят, потому что, ну там причин много. Западные игроки так покупают. Ну типа да. Короче, причина, почему Денуа меньше стали пользоваться, скорее всего, ну такие очень простые, такие как я, ну как я считаю. Во-первых, это очень сильно бьет по производительности игры, которая и так хуёво, скорее всего, по производительности сделана, потому что, ну, Unreal. Второе. Запретный плод сладок, и, соответственно, пиратства будет больше. Нихера себе. Анжела поет. И бабки. Да. Да блять. Слышал, они нехило берут так. Ну да. Там что-то вроде подписочной темы, да, по-моему. То есть ты как разработчик платишь на подписочной основе Денуа для своей игры, типа. По-моему, Да чё, такая тут хуйня. такое слышал? Там такая хуйня, по-моему. То есть ты не... Процент какой-то, да. Да, то есть ты не единоразово платишь, ты получаешь от Денуа. То есть ты себе доход еще сильнее понижаешь тем, что ты себя связал с Денуа. И все. Ну, вообще посыл такой в целом. Короче, по-моему, у пиратов есть такая философия, как бы, да. Ну не то, что у пиратов, вообще в целом. Сейчас какая тема идет, как мне кажется. Такая, что если ты выпускаешь игру, то у нее типа вот обязательно должна быть такая тема, что у нее должна быть демка. То есть, ну, ты должен поиграть сначала во что ты собираешься купить. Второе, она должна быть доступна, то есть всем регионам или что-то в этом роде, без всякой хуйни. Третий, она, скорее всего, должна быть доступна по деньгам, чтобы не было необходимости пиратить. Ну и в-четвертых, ты не должен ограничивать игру и ставить игрока перед фактом покупки дерьма. Ну типа, как бы почему вообще люди пиратят? Потому что они хотят, ну по факту, попробовать игру. Да.
после дальше пиратства они могут ее купить по нескольким причинам, потому что, ну, по каким, да, например? Например, игра до сих пор, ну, хорошо поддерживается разработчиком, и там периодично и всегда выпускаются какие-то обновления. Там может быть контентом, может быть исправление багов и там прочее. И это подстегнет игрока купить хорошую игру, если он прям засел в нее, играя на пиратской версии взломленной, то он, наверное, обязательно пойдет и купит ее. И тут опять же, ну, такая штука, что она должна быть доступной. Ну, в принципе, все сейчас в России покупают, даже если есть у них русский аккаунт. Это у меня вот по большей части проблема, потому что мне тайский аккаунт. Мне сложно купить. А так бы я через всякие разные эти могу покупать. Кстати, мне же оффер давали на один сайт, GG Sell называется. Я пока баннер его там всякое такое дерьмо не выставил. Думаю, сам попробую или что-то там вроде. Ну, не знаю. Короче, да. Есть у меня такая скидочная хуйня на одну такую покупную платформу, где можно игры покупать, и с этих покупок у меня будет падать какой-то процентик. А как? Да. Чё вспомнил-то? Ну, и по всей этой теме, опять же, вспоминая Silksong, она прям по всем этим критериям очень хорошо попала. То есть она... Это если забаненные игры покупать. Забаненные игры? Ты имеешь в виду российские игры? А, точнее, те, которые игры, которые недоступны в России? А сейчас же ведь Steam забанен. А, ну ты это имеешь в виду? Ну как забанен? Из России вообще нельзя же оплатить Это карточки. нашей картой. Ну да, это карточки забанены. По факту. Блять. Ну то есть в этом плане стоит обвинять не... не Steam, а санкции Америки, потому что они запрещают Steam продавать нашим Ну, карточкам. я понимаю. Ну это да. Это патриоты орут, ты не виноват. А что они сделают? Переводы Да. не проходят. Что Steam то сделает? На... Да когда же уже начнется этот проклятый договорничок? Этот легендарный мифический договорничок. Когда же он случится? Блин. Было бы прекрасно. Чтобы мы могли покупать игры. Да. Эх, игры. Ну и не только игры, конечно же. Много чего. А то звучу, наверное, как сумасшедший Вчера читал игру. про экономику Пипец. У нас все трансформировалось за эти годы. По IT-сфере читал. По IT-сфере. А там типа какого толка? Не в плане понятия, а реально переделали воскресенье первого. Все. Переделали все. Типа ты по теме крипты имеешь в виду?
Там, ну, типа крипта, там прочее. Яндекс. Яндекс. М. И кучу мелочи. М. Не, ну как? Вполне себе такое прикольное. А. А. Читал вообще, как IT в РФ развивалась. Из 90. Прикольно. Как что создавали, продавали. Интересно. А так, в целом и вкратце, кто сможешь поведать какую-то ужимку? Они совсем спятили, паломники издалека. Если так будет продолжаться, зараженные из всех окрестных деревень придут сюда. Забаррикадируй дверь и не выходи из квартиры. Держись подальше от этих психов. Как от подкракошенных. Ну, Озон 3 шкалу ты создали, например, ушли на старте роста бабки, получили типа ГГ бабки, то сейчас есть зачем нам все это? Понял. Хотя они бы не вывезли наверняка такую компанию. Ну да. А по-моему, все стартапы не так вот начинают. Ну, что-то... Озон убыточен был всю дорогу, например, только недавно в прибыль. Ну, это во всех стартапах, по-моему, такая тема. То есть, кто-то что-то начинает, он, ну, такой рыночную стоимость своего предприятия поднимает, показывает, насколько он хороший, там прочее. И потом появляется чел и такой, типа, покупаю, ёпта. И он такой, ну, продаю, ёпта. Потому что он, ну, с этим работать дальше вообще не хочет, типа. И прикинь, Озон бабки найти не мог, лал, все у виска крутили. Вы чё, ребята, какая продажа через интернет, хлебушки что ли? Смешно, когда читаешь. А так ведь многие начинают успешные. Ну, ты реально задумайся над этим. Если кто-то что-то такое подобное говорит, то это возможно сигнал о том, что
в будущем ты достигнешь успеха. Просто, если брать пример, например, тот же Hollow Knight, все говорили, вот нахуя вы делаете очередную платформер Metroidvania мультяшного вида, это же всех, ну, типа, заебало и там прочее. Ну, короче, все пишут всяческие такие доводы о том, что таких игр полно, и тыры-пыры и там прочее. А сейчас чё? Одна из самых успешных игр в истории, нахуй. А его продолжение Silksong роняет Steam, PlayStation и прочие платформы для продажи игр. Настолько он был востребованный. Блин, сейчас даже трудно представить, какие он доходы приносит своим, ну, создателям Team Cherry. Месяц еще даже не прошел, а играет в него вообще дохерища народу. Это вот реально, ну, задуматься стоит над такими вещами. Если тебе говорят, что затея хуйня, то скорее всего... Скорее всего, возможно. Он будет успешным. Ну, то есть, по факту, ты ведь не просто так это делаешь что-либо. Ты ведь что-то знаешь. И ребята из Team Cherry что-то знали. И вот эти 3 школьника, которые делали Озона, тоже что-то знали. И понимали. Блин, тут какой-то здоровый мудак. Звуки жесткие. Как будто кто-то рядом летит. Походу опять здоровяк на меня нападет. Здоровяк нападет на меня. О, нифига. Кто посмел войти вместо наших ордалий? Урдалий? Нифига себе. Еще один пройдоха. Еще одного тройки. Этот голос. Он шел изнутри. Это не сущности. Опа, головоломки. Ну что ж, тут загадка. Так, тут, наверное, где-то есть по обыкновению место, куда можно выстрелить. Нет. Ладно, будем выжигать. Психопанк пришел из портала. Привет, психопанк. Чё, ребята? Отдыхаем?
Моя борьба. Привет, енот, здорово. Здорово. Ау, енотик. Все борется, бедолага. Ау, где он? Да. Но еноты, они ведь каждый день выживают, борются, стараются выжить, поэтому, да. Так, путь истины. Отец Войцех решил пойти на металлургический завод. Я сказал ему, что люди, которых там держат, не просто так сидят там на карантине. Это необъяснимая болезнь, вспышки которой происходят по всему городу. Должна быть очень заразной. Я пытался его остановить. Я говорил ему, что он все еще слишком слаб для такой миссии. Бог даст Вся мне жизнь свою борьба. силу, когда я донесу его слова тем, кто верит в Господа, обещал он. Затем... этим людям нужна наша помощь, Элиза, сказал он. Отец Войцех говорит, что людям, собравшимся здесь, больше всего нужно что-то, что даст им ощущение нормальности. Неужели они внезапно Вся жизнь почувствовали, борьба, что когда енот. ближе к Богу? Он сказал, что в его отсутствии остальные сестры должны слушаться меня. Он сказал, что если мы хотим выжить, мы должны держаться вместе и действовать сообща. Я не подведу его. Я буду направлять всех на путь истины. Уф. Не, мне кажется, еноты должны говорить как-то по-другому. То есть ауфы говорят волки, а еноты должны говорить... Ну... Фуа! Фуа! Или... Фусродах! Еноты говорят, моя борьба. Ну да. Кстати, да. Что-то я сижу, придумываю. Лал? Так. Ну, сюда надо электричество. Так. Отец Войцех Бобонь. Хе, Бобонь. Отец Войцех Бобонь. Прими перелом. Блин, как-то не прикольно. Прикиньте, в больнице у вас, ну, короче, такие ломаете ногу, потому что скейтбордист, и потом приходите в травмпункт, а там прими перелом. Блин, ты дурак, что ли? Да. О, так, записка. В связи с временным недомоганием отца Войцеха все приходские вопросы направлять к дежурной сестре. Заразился дурак старый. Так чё, кто виноват, впиздиться? Ну, прикинь, все еще непонятно. Да, вот так вот. Ну, типа, в общем и в целом, стараются говорить так, как будто У бы... того понос. Ну, типа, что... Зараза пришла из ниоткуда, как будто бы. В целом, пока что непонятно.
Хотя, кто его знает. Может быть, случилось, знаешь... О, я придумал. И у меня появилась, короче, теория, как это могло получиться. Возможно, зараза появилась намного позже, чем вот происходит сейчас в игре. Например, эта зараза появилась там, скажем, в 2000 каком-то году, там, хер его знает. Может быть, в 2100 каком-то году или 2050 каком-то году. Короче, в будущем. И там вот эти вот ребята, путники, может быть, также занимались извлечением сущностей. И один чел настолько слился с сущностью, что дал ёбу, и этот самый заменяющий его чел стал маниакальным и взял с собой образцы зараженной ткани и перенес их намного раньше в прошлое, чтобы разъебать человечество конкретно. Ну, блять, очень притянуто, но, ёпта, может быть. Может быть. Да, очень притянуто. Но в целом, типа, чё нет? Так. Давайте-ка я возьму арбалетный болт. Блин, вот хотя... Ладно, не буду его продавать. Так, что-то надо улучшить. Вот что-то надо... Прозвучало, как будто студент билет сдает, который не выучил. Да. И я бы такой сказал: ну блин, вы же сами сказали учить историю по смуте. А смута — это игра такая смута. Я больше запутался, чем что-либо понял. Да. Бля, сейчас, кстати... Так ты в смуту и не поиграл. Не проиграл. А да надо ли? Я не знаю, это откровенная жизнь. Кал. Ну то есть я прям издали вижу, что это дерьмо. И понимаю, что до него прикасаться как бы, ну, не стоит. Ядро. Старый ключ, который открывает ворота кладбища. Прикольно. Я вот просто посмотрел хайлайты Мэдисона, как он играл Смуту. И меня больше всего, знаешь, что... Ну, от чего я больше всего охуел в этой игре? От того, что он в какой-то момент... Там какая-то битва идет, да? Что-то такое. И он в окопах находился. И он, сука, бегал от одного деда к другому деду. И обратно, и обратно, и обратно, и обратно, и обратно.
Это пиздец было вообще. Я так охуелся. Ну типа, это же вообще, ну хуй знает. Лал-лал-лал. Я просто охуел с этого. Ну типа, блядь, разработчики смуты в порядке вообще. Они там совсем типа, ну, Захватывающий геймплей. да вообще охуеть. Они там с головой вообще не дружат, по-моему. И самое, что забавное, там, как было показано, типа, Мэдисон проходит эту игру, показывается последняя катсцена, и игра просто выходит в главное меню. То есть, они даже постеснялись показать титры, свои имена не хотели светить вообще. И там этот, ну, Мэдисон такой сидит, ждет. И чё? А титры где? Блять, типа, чё за хуйня? Бля, я просто... Ну это, конечно, да. Супер-мега кринж, а не игра. И сейчас выходит, по-моему, у них другая какая-то часть этой смуты, которая называется иначе. Блять, как она называется? Земский собор. Угу. По-моему, там демо появилась игры Земский собор. Я не знаю, точно это будет как... я просто даже... Ну, я просто вижу, что это смута, и она другая. Но геймплейные ролики там прочее. Алла, Пилигрим, выполняющий волю не нечестивых. русские, что ли? О, кошка, где? Нет, не пилигрим, не. Путник. Вот именно ты этим себя считаешь. Братья, сестры, радуйтесь, радуйтесь, Скоро ибо уже Господь выйдет. твой. А он типа 3D приключения, да, это не визуальная новелла, да? В своем терпении и милосердии решил дать нам шанс доказать свою веру перед концом времен, глупцы. Глупцы, те, кто боится... Бля, пиздец, 4 ноября, сук, не могут наши без этого поебизма к датам привязываться. А что ты что тут 4 ноября? Я, наверное, выгляжу как невежда, но я не... Выйдет игра. Ну а что не 4 ноября будет? Земский собор. День единения Алла. Понял. Окей. Ну я... Вместо 7 ноября придумали. Праздник. Официальный праздник, понял. О, вы гляньте на эту кошку. Посмотри. Фрейя, увидимся с тобой у терминала. Давай, бывай. Ключ от кабинета отца Войцеха. О, спасибо. Выстрела ключик. Пойдем применим его. Погоди. Повышение уровня для хэппи-нот свой ЧВЛ 16, артиск свой ЧВЛ 12. С повышением уровня енот и RTX. Блин, никнейм, конечно, пиздец. А ты можешь по-русски написать, как мне его читать правильно? Чтобы я не мучился. Пожалуйста.
Вот я, если буду делать игру, я в коллектаблс, наверное, енотов добавлю. И их всех будет объединять какая-то ебанутая тема по типу борьбы. И они все будут говорить «моя борьба». Не, ну вообще этот прикол с моей борьбой пошел от какого-то нашего стрима, я помню. Где я вот все время повторял «моя борьба, моя борьба, моя борьба». Моя борьба. Ключ от колокольни. Блин, вот это поворот. Я хотел поговорить с преподобным. У нас была встреча, кажется, по поводу мессы для рабочих. Преподобный все еще не здоровится. Передать ему твое сообщение? Да не, разве что это. Мы собрали все, что смогли. Боюсь, я не могу это принять. Решение по твоему запросу пока еще не принято. Что? Ну, пожалуйста, им всем это нужно. Они все глубоко верующие люди. Правда? Ну тогда пусть они сами к нам придут. Наши двери открыты для всех. Но это невозможно, ты же знаешь, они бастуют. Ха-ха-ха-ха. Для истинно верующих людей нет ничего невозможного, господин Барыка. Блять. Манипуляторская хуйня. Чтобы было тебе легче, зови просто RTX. О, все, спасибо. RTX. Да, так намного легче. Подхилимся. Ну еще тут у нас. О, новая приблуда. Копье. Модифицированный вариант дротика с повышенной точностью, предназначен для стрельбы с зарядкой. Заряженные выстрелы выпускают мощную очередь из 3 снарядов, а не заряженные более слабая очередь. Бля. И на кой хуй я прокачивал этот автомат, получается? Вот это вот. Вот типа точный. А он мощный, если он точный. Почему ты продолжаешь сюда ходить? Твоя мать. Ей здесь нравилось. Мне следовало чаще бывать здесь с ней. О, да как ты смеешь? Твое знахарство лишь заставило ее страдать. И может быть, именно поэтому я просто должен спасти как можно больше жизней, но я не могу сделать это сам. Мы все еще семья Сара. Вам лучше уйти, доктор. Прошу тебя, вернись домой. Я дома. Это, если что, даю контекст этому разговору. Доктор Зиберт, батя этой монахини Элизы. И доктор Зиберт пытался вылечить жену свою, мать Элизы. Но та померла, видимо. Все равно. Вот так. Вот это я понимаю. Блин, а хотел бы я продать этот дротик дерьма. Ну, серьезно. Вот это намного лучше.
И жалко, разрядить патроны нельзя. Я бы вытащил оттуда патрончики. Блин, не там сохранился. Ну ладно. Так, ну, пошли дальше. Заимели прикольный ствол. $150 урона. Но это не хухры-мухры. Блин, пропали. А я уж думал, сейчас огнеметом их подожгу. И копье испробую как следует. Что она говорит? Ох ты, тварь, дерьма вонючая. Все. Ёпта. А? Вот так. Вот так. Здорово. О, предал. Ща подойду. Everything left here has become its opposite.
Так. Да ладно. Прикольно. Что-то вот того, что дверь сломается, не ожидаю. Такая приятная неожиданность. Игорь Старовойтов. Прикиньте, это разработчик. Добавлять свое имя на надгробие. Типа. Вот его, наверное, мать заругала. Ты чё, дурак, добавляешь свое имя на надгробие, блядь? Это плохая примета, блядь. Так. Марик Адамский. Каров. Чё-то читаю про Шеймдев, все говорят, не идите туда, работа, доход, денег мало. Что скажешь? Геймдев. Ну, по факту... Ну, по факту сложно. Типа, мне вот просто тупо повезло, потому что, по-моему, это чуть ли не единственная компания, которая набирает себе разработчиков по Годоту, а разработчиков по Годоту, ну, их по факту мало. И просто мне повезло так, что вот Arsene Invasion знал о том, что я на Годоте прогаю, разрабатываю. И он увидел это объявление где-то там, отправил мне его. Я глянул, там, отозвался, там, что-то потерпел месяц, поработал. И потом реально взяли, типа, ну, мне просто реально повезло. То есть, это сейчас на Godot разработчиков, ну, в натуре мало. И поэтому только взяли. Была бы Unity или еще что, я бы хер попал туда. Вообще, забей. Да повезло. Но, с другой стороны, говорить о том, что здесь нет денег и там прочее, ну, такое, блин. По факту, деньги в геймдеве есть всегда. Просто штука в том, кто это говорит вообще. Ну, кто такие вещи, типа, толкает. Если это те, кто просто делали плохие игры, и у них, типа, не пошло, то, ну, типа, да. Таких слушать, ну, это прям такое себе. Но если дело в том, что если бы, скажем, какие-нибудь там прям реально хорошие игры, типа, выходили бы, не окупились, тогда да, тут можно было бы сказать, что в геймдев идти не стоит. Но по факту, если ты сможешь сделать хорошую игру, тогда все, считай. Ну, в геймдеве тут реально так. Ты должен сам начать, а потом тебя начнут типа везде и всюду звать. Там игры делать какие-нибудь и так далее. Только так. То есть ты должен на практике показать там, что ты действительно что-то можешь, и только после этого тебя возьмут в какую-то компанию. Вот. И при общении там с людьми я просто показал свои маленькие игры
геймджамов и все такое, поэтому мне, в принципе, типа решили попробовать взять. А что еще? Что еще? Что еще? А как? Да. Ракету показал. Ну там, да, какие-то игры показывал. Проекты, билды отправлял, готовые. И страницы на itch.io. Они, видимо, их попробовали, поиграли. И такие, ну да, окей. Погнали. Попробуем. Here to rejoin with Ты здесь, чтобы соединиться с остальными? Блин. Нет, нет, другое. Мы это чувствуем. Привык уже к расписанию. Но он сильно индивидуальный. То есть ты сам себе расписание делаешь. А так, да. Я себе построил такое расписание, что я, ну типа, работать начинаю с 9, или если вообще супер рано, то с 8:30 или там около того, и до 3 часов дня. Где-то вот так. И нормально. Я также по часам стараюсь работать. Ну прям где-то до 3 часов дня там, или... Ну бывает так, что... Иначе знаю, что лениться буду. Ну, не то чтобы так, просто иногда там бывают такие задачи, которые я прям вообще, ну... Без обеда, что ли? Ну, я прям сижу, кушаю, обедаю. Ну, я точнее работаю. 8 часов не получается. Но... Бывает часто, что перерабатываю. То есть засиживаюсь до 7 вечера, до 5 вечера. Ну, то есть я по факту, конечно, должен вставать в 3,5 часа, но зачастую бывает так, Не что я требование засиживаюсь. 8 часов. Есть норматив месячный, и ты по факту его должен выполнять. Ну вот, это единственное требование, по идее. Круто. Ну, по идее, да. Ну и в день, чтобы, ну, как бы уложиться в эти нормативы, нужно, получается, по 7,5 часов там работать или около того. Но на деле получается по-разному. То есть ты можешь прям реально засиживаться сильно. И это неплохо, потому что ты по факту потом получишь больше денег. Убил. Коллеги норм не стерят. Ну, нормальные, да. Но было что-то наподобие того, что там чел собирался со мной как-то не очень прикольно общаться. Но я ему сразу напомнил про культуру общения и токсичную среду и все в таком духе, и тот сразу осекся. Красава. У меня на прежней работе такой появился матом со мной начал. Я охуел чутко.
Кто же сказал ему так не делать? Сразу душкой стал. Да. Написал мне типа ты что, охуел? А он дурачок такой простой, да? Причем мы поработали только пару дней. Понятно. Да так кто умный чел, но бля в социалку вообще не умеет. Говорит, что думает. Ну, это, по-моему, частая проблема в IT-сфере. Типа, называют это слабыми софт-скиллами. Да есть такое. А чё так интересно? В наше время это просто мудачеством называли. Ебало били, блядь. Да. Дэнс гейм. Ты, блин, побежал. Пробежали мимо. Сейчас, кстати, очень мемная херня же идет, да? Такое Насчет- отношение ты правильно сделал. Но, Надо сразу прерывать. ну, сразу надо вгонять рамки и все такое. Вот просто. Пока не зашло далеко. Да. Ну, это везде, не только в этой сфере, это вообще при любом, можно сказать, при любом новом общении это лучше практиковать. Ну да. По жизни. Но. А там уже, ну, само собой как-то все устроится. Понятное дело. Если прям хорошо заобщаясь и все такое. Там и можно будет нормально общаться. Ну, без рамок. Да если куришь, то можно. Но. Если человек понимает в юмор. Мгм. We are those who rejected gifts from a god we deem false, Вот так who refused to join. неожиданность. Глубоко верующие люди стали фанатиками заразы. Легион. Господи. Да. Ну это, конечно... Пиздец. А, рычаг может.
Так, пойдем туда. Конфликт. Блядь. Растоптал, как таракана. Ебаный рот. Пиздец. Ребенок. Golden Boy. Что-то я много урона пропустил на самом деле. Прям слишком много. Это нехорошо. Так, а где я рычаг рожу? А, не то, наверх надо пойти. Так. Кто-то рыгает. Oh, yes. Угу. Так. Окей. Теперь давайте купим химикаты. Металлолом.
Блин, труп путника и пропал. Похоже, моя даль организовывала здесь нечто вроде гуманитарного убежища. Когда перелом набрал обороты, здесь были рады всем. Несмотря на знание процессов перелома, люди все равно продолжали близко общаться друг с другом. Никто не боялся. Казалось, они чего-то Сегодня ждали. 8 серия выйдет «Чужого». Первоначально расследование подтверждали, что моя цель была их предводителем. Такова наша Она миссия. сразу появляется, не знаешь? Не знаю даже. Опачки. Так, а в ту сторону что? Блин. Так. Другое дело. Так, подожди-ка, а я же, кстати, наверное... Вот. Полостность панциря сразу прокачаю. Это что такое?
здоровье нормально. И что это было? Че, может, Сайлент пощупаем сегодня? Не, сегодня походу никак. Ну, во-первых, поздно, во-вторых, Ух, эту игру не прошли. Ну и типа все. Ну типа игра никуда не денется, куда торопиться. Папа, А, это говоришь. отписка. зомби. Да. А? Ох. Это был священник зомби. Антон в церкви работает, в храме. Нет, он занимается тем, что говорит, что на небе есть мужик, который всех создал. И призывает всех тоже верить в эту тему. Это религия называется. Да. Они еще с крестиками такие ходят. Но в целом прикольно, ребят. Иногда бывает. Дуркуют. Так. Сегодня ко мне пришли две монахини. Сестра Зофия и сестра Кинга. Сестра, мы хотим видеть тело, сказали они. Прихожане хотят увидеть его, и они знают, что ты держишь его тело под замком. Какая жалость. Я думал, что смогу сохранить это в тайне, но новости разлетелись быстро. И в итоге все под крышей нашего аббатства узнали, что мой отец что-то мне верил. Прихожане и сестры считают его ангелом смерти. Он здесь, чтобы забрать нас на небеса, потому что пришли последние дни, кричали они. Да, последние дни пришли. Но мне пришлось сочетать их за их фантазии и суеверия. Дела моего отца не имеют никакого отношения к тому, что Господь уготовил нам. Я сказал им, что они не должны поддаваться воображению и дешевым ощущениям. Я сказала им молиться и сказала им читать священное писание. Но они настаивали. Мы тоже хотим увидеть его, сказали они. Сестра, разве ты от нас должна хранить секреты? Сказали они. Я ответила, что моя верность Отцу Небесному сильнее любых земных уз. Я показала его им. Без этого мы не смогли бы достичь единения. Да, доктор Зиберт отдал труп человека из будущего, и все они крышей поехали и подумали, что он ангел из-за этой брони. Ну и ебануться. Ну, чисто typical верующие персонажи
фильмах и играх. Он должен был проложить путь. Предатель. Падший посланника, падшее отродье. Ангел, предавший свое призвание. Ангел предатель. Спокойной ночи. Блин, я забываю пользоваться вот этой темой. Speakers. Да, вот так. Блин, короче, сейчас буду пользоваться. Ща. И это будет круто. Блин, как эти, сука, веруны любят писать. Разве я недостаточно сделал? Трезубец. Как же они, блин, балдеют по запискам. Просто смотреть. Так. Ядро. О, блин. Полностью прокачанный инвентарь начинает. Как ты смеешь думать, что спираешь судьбу человека как обычный недуг? Так, возвращаемся. Нормально. Даже камера есть. Все. Окей. Тут я все обошел.
Можно идти дальше. Тут надо брать. Очевидно, сейчас поднимутся все. Или нет. О, прекрасно. Блин. Третий день противостояния. Пытаюсь удерживать свою позицию. Мне пришлось запечатать проход в подсобку. Вот мои выводы после предварительного анализа нашего сражения. Поведение сирот, обитающих в этой местности, крайне необычное. Кажется, они действуют более последовательно, согласованно, как по приказу. Они становятся невероятно агрессивными, когда кто-то пытается пробиться к внутреннему двору. После перевооружения я вернусь в бой. Это место нужно уничтожить. Такова наша миссия. Пришлось удалить ёлопало. А, сука. Ну ладно. К. Ну ни хера себе. Так, предохранитель. Сюда. Допустим. Так, младенца сюда, трезубец сюда. Так, что тут надо? 6 ангелов в колоннах, прекрасные, высокие, величавые стоят. Их щит и меч находятся у врат. Дитя сидит слева, а серп подле него. Трезубец там, где котлу стоять не дано. Один ряд выкован из стали, а другой порождает жизнь. Выстроив правильные врата с места сдвинь. Так, меч и щит. Так, щит. А. Меч нужен. Блин.
А, блин, я сохраниться забыл. Да, еб- Блин. Так. Ага. Окей. Блять. И чё тут? Окей. Хорошие ресурсы. Я не должен его жалеть. Я должен быть в ярости. Вижу ли я когда-нибудь его снова? Он про врача, что ли? Доктор Зиберт? Йоу, О, привет, Зеркинг. Здорово. чувак. Чувак. Здорово. Так, пошли обратно. Бесит сердечко значок. Окей. Нарисуй Марио или Дюк Нукена. Ну, что-то надо будет нарисовать. Окей. Или еще чё? Ну. Это та игра, где в Польше огромный завод и зараза какая-то. А тут не только завод. Это всего лишь одна локация была. Да. Ну, тут были человейники, больница, завод, и вот аббатство. То есть тут локаций много. И в этом заводе ты всего один раз бываешь. Но в заводе что-то ключевое произошло, но не более того. Ну типа лорна, да, там что-то важное произошло, но в целом типа тебя все время об этом не заебывают по этой теме. Скажем так. Нормально. Чё будешь новый Сайлент изыграть?
Конечно. Пройдем эту игру и поиграем. А насчет значков, ну, надо подумать. То есть, да. Можно будет что-нибудь сообразить. Типа брендинг. Надо что-нибудь такое придумать. Солдатский долг. Я знаю, ты не прочтешь это письмо, но я не мог уйти, не На сказав ни слова, не Юлэнгикс. сделав последнего признания. Ты же понимаешь, что я был солдатом. А долг солдата защищать людей, к сожалению, я слишком поздно понял, что те, чьи приказы я выполнял, не разделили это убеждение. Когда мне приказали убить снова, я не просто слушался, а пошел против них. После этого пути назад не было. Я тоже хотел сыграть в эту игру из-за того, что она похожа на Dead Space. Но по факту она тебе даст больше, чем Dead Space. Но в плане атмосферы она уникальна. В плане сюжета такого я не помню. В принципе, интересно. В плане геймплея она тебе в принципе даст Dead Space Experience за счет топтушек, этих ударов, выстрелом по ногам, скорее тут по большей части Resident Evil, и выстрел в голову все-таки наносит больше урона. То есть тут не надо держать себя в голове, что это Dead Space и стрелять по конечностям как дурак. Просто следуй тому, что у них все-таки есть головы. И стреляй по ним. Я сам изначально придерживался такой тактики, когда я с ним сражался, что я стреляю в ногу и просто затаптываю его. Максимум 3 топота делаю, после отбегаю и могу выстрелить в тело или в голову. Ну, то есть там уже ваншот шел по урону. Потом урон прокачался и там прочее. Игра по этой теме начинает тоже подстраиваться под тебя, потому что игра уже по ходу начинает быть сложнее за счет того, что тебя начинают уже крыть эти уроды числом. То есть изначально, если тебя стараются убить одновременно, скажем, там 1-2, потому что типа локации не столь сильно были заражены в плане того, что они были далеки от эпицентра и все в таком духе и так далее. Но факт в том, что игра старается как-то сложность свою подстроить не по ебанутому, а по нормальному. То есть с помощью числа противников и того, какие типы противников на тебя нападут одновременно. Dead Space монстра и стрельба из резико. Нет. Нет. Dead Space только это. Вот только это. Все. Может быть, еще из Dead Space можно подтянуть сюда тему с прокачкой.
скуфандра. Наш скуфандр прокачивается на тему слотов, хпшки, лимита ресурсов и все. И ты это делаешь с помощью ядер. Также ядра прокачивают инструменты по типу вот горючий для факела и выжигателя. Там типа и вот в качестве выжигателя там идут, например, вот количество создания, там есть прокачка за счет ядер как раз таки этих, и радиус взрыва. А в горючее также в качестве вот крафта ты можешь делать их 2, и численность их максимальная будет 2. И потом время горения. Также есть тема с сущностями. Вот. А сущности они дают, видишь, всякие разные эффекты. Горящие враги получают больше урона. Дробовики наносят дополнительный урон при попадании по нескольким врагам. Для изготовления предметов требуется меньше металлолома. Ну, вот видишь, да, как это работает. Вот прикольно, прикольно. То есть ты еще должен смотреть на то, какие сущности ты будешь подбирать. И тебе думать надо прям крепко, потому что тут есть несколько нюансов. Насколько я понимаю, вот эти ребята не сюжетно важные. Но также есть не столь важные сюжетно. Там я встречал одну сущность мажец. Каллисто Протокол играл. По-моему, играл. Но она мне вообще не запомнилась. Я нихуя не запомнил. Я вроде бы что-то там... Играл вроде. Да, играл. Она вообще не запомнилась. Вот она была... Она нудная. Ну, она сюжетно даже вообще никак не впечаталась в мозг. Пустая. Что-то космическая хуйня. Что-то каких-то монстров убивали. В конце какой-то был здоровяк. Солдат. Типа... И все. Да игра такая себе. Ну, ладно, если бы она сюжетно запомнилась, но сюжетно она вообще никак не зашла. Мне кажется, из-за того, что она была в сеттинге сраного космоса или что-то в этом роде, типа футуризм этот проклятый. Он такой незапоминающийся, не знаю почему. Ну просто как будто бы ебать какой избитый концепт. Особенно если ты делаешь Dead Space игру. То есть ты, вспоминая Каллисто Протокол, по большей части будешь путать воспоминания с Dead Space. И ты такой, блять, по-моему, это было в Каллисто Протоколе. А, нет, это было в Dead Space. А что было вообще в Каллисто Протоколе? И такой, ну, хуй знает. Азиаточка была. Какие-то улицы. Что-то вроде тюрьма была. Какой-то вирус. Какие-то ебанутые фанатики там что-то пытались сделать. И вроде бы какие-то ебанутые правительственные, военные. Я вообще нихуя не помню. Как будто бы и не играл в этот кал. Вообще не запомнился. А что можешь сказать про Кронос? Ну, блять, тут много чего можно сказать. Тут все запоминается. То есть они... Ты, ну вот смотри, тут проблема какая с Кроносом. Ты когда на нее смотришь со стороны, ты очевидно сразу начинаешь думать, ну окей, клон Dead Space. Но только попробовав, ты осознаешь, что игра вообще другая. В этом ее проблема. То есть для обычного игрока, ну типа, который его особо, ну только видит со стороны, игра может показаться тем, что он, ну такой посредственный клон или типа того. Но по факту, блять, интересная во всех смыслах. То есть по геймплею довольно-таки сбалансированная, прикольная. И сюжетно уникальная. Также, ну, вообще
то, где мы находимся, и вообще как идет повествование и так далее. Все окей. Прям окей. Хорошая игра. Хорошая. Ну вот была бы она дерьмом, я бы ее до конца вообще ни в коем случае не проходил бы. Ну или по крайней мере называл бы его дерьмом. 100%. Вот если про сюжет Сумы, это просто для меня шедевр. Сома? Ну, довольно прикольная, да. Ну, на бумаге кажется, что как будто бы, ну, ничего сверхъестественного, но то, как этот сюжет подается и в плане нарратива ты какой опыт получаешь, вот это да, то есть довольно классно. То есть на бумаге прочитать этот сюжет, ты В такой, конце ну, такой окей. моральный ахуй. Ну, типа, ты такой, окей, прочитаешь это на бумаге, да? Но ты поиграешь сам и получишь все вот это вот, и ты такой, блядь, ну, что-то жестко, типа. Мажец Кшиштоф. Карабин наносит дополнительный урон. Блин. Снова мажец. Не, я его трогать не буду. Бля, прикол. А игра-то еще знаешь, в чем она прикольна? Она реиграбельна. Ты видел? Сейчас я мог филактерию эту достать, но при этом мне пришлось бы удалить кого-то вот из этих ребят. Повышение уровня для артиск Switch LVL 13. О, с повышением уровня RTX. И я такой думаю, блять, а что если я всю семейку мажецов себе возьму? То есть вот тут, видимо, этот батя мажец, есть мама мажец и есть сын мажец. И это прикольно. Ну, сынок мажец давал эффект увеличения скорости передвижения. Мать давала увеличенное количество бабосиков, которые ты получаешь. А батька сейчас вот дает тебе увеличенный урон от карабинов, от автоматов. Ну прикольно довольно-таки на самом деле. Но я их не трогаю, потому что если ты возьмешь себе филактерию, то ты обязан удалить кого-то из них. И, соответственно, он будет удален навсегда. То есть он Билды умрет. или они что-то тоже дают? Да, билд, получается, ты себе делаешь. То есть у меня сейчас билд идет через дробовики, на самом деле. Я поджигаю, достаю дробыш и разъебываю. Также у меня, видишь, вот металлолом. Меньше металлолома требуется для создания. А металлолом нужен как раз таки для создания вот зажигательных инструментов. То есть я прям, ну реально санитар. Поджигаю все. Тут можно разные билды делать. О, меч. Блин. Ну, давай выкинем. Ну, давай использую огонь где-нибудь. Вот тут. Давай. Угу. Все. Слот освободили. Возьмем меч.
Я знаю, почему ты оскверняешь этот проклятый порог своими стопами. It was revealed to Мне явилось это откровение, Пилигрим. I know why Я знаю, почему ты будешь проклятых от их вечного сна. Сна боли и лихорадки. Ну окей. Так, продаем тепловентилятор. Пойдем положим меч. Так, подождите. Я что-то упускаю. Что-то... Ну, по-моему, надо прокачать... 9к надо. Блин. Может, я продам... Хотя, что продавать? Ну хотя там чуть-чуть не хватает. Всего лишь. Вот, да, 150. О, 9к. Сюда. Прокачаем копье. Отлично. И сразу патроны. Так, что мы имеем? Мы имеем преимущество. Так, теперь надо выполнить головоломку. Твои старания тщетные, бессмысленные, ибо речи его яд, а мысли заговор. Убирайся, он теперь наш. Он терновый венец на наших головах, он гвозди на наших запястьях. Так, дитя, серп. Подле него? Не помню. То есть серп я вытащить не могу. Хорошо. Подожди. Понял. Это сюда. Так, теперь, наверное, да. Щит. Сюда. Меч. Сюда. И поменять местами этих ребят. Нет? Щит и медь находится у врат. Дитя сидит слева. А серп подле него. Так. А в чем дело? Почему серп? Я вытащить серп не могу. Щит и меч находятся возле врат. Щит, меч. А подле него это типа напротив него? Ну да. Напротив, получается. Ух ты. Let's end this.
Давай с этим покончим. Жесть, она крутая. Но я сначала засейвлюсь, пожалуй. Чтобы каждый раз этой хуйней не заниматься. Слева щит, ребенок, котел справа, меч, серп, трезубец. Угу. Совершенно верно. Так. Зачем тебе нужен этот древний гниющий труп? Этот ложный вестник, этот жалкий заклинатель. Перечитал. МДФ 00077. Падший пророк. Мне нужен этот путник, отойди, или я буду стрелять. Мы этого больше не боимся. Нихера себе хентай. Ёб твою мать. Да блять. Тихо, 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 тихо.
Бля. Эх, как дички, все желтые нервы. Было напряжно. Отец, прости меня, отпусти мои грехи. My sins. Я чувствую, Is he with you? он с тобой, мой отец. My father with you now? Сейчас с тобой? Да, он тут. Мне очень хотелось бы ему сказать ему, что мы оба ошибались. Мы попусту тратили время друг с другом. Я очень сожалею об этом. Бог дает мне еще один шанс, чтобы встретиться с ним. Мой настоящий Бог, а не это. В этот раз я не побоюсь, не буду сомневаться. Я не отступлю.
Я готов. Вверяя себя в руки твои. Ё-моё. Мне как все время выжигатель тут стоял. Неправильно кинутый. Пропустил бой. I found the Я pathfinder. нашла исследователя. Да. Но бой был прикольный. У него такой же шлем, как у смотрителя, кстати. Он мертв. Gone. Ну, понятное дело. What? Что? НДФ The warden. смотритель? Did he? Он знал? Why haven't you told Почему me? он мне не сказал? Accessing predecessor Открывая журнал travelogue. предшественника, пытаясь восстановить Attempting данные. data salvage. Your last target. Твоя последняя цель. Каминский. Veronica Kaminsky. Вероника. Чика-чика-чика. Белая клубничка. Чика-чика-чика-чика. Did you stop? Это because за of нее her? ты остановилась. Мгм. Там тоже есть выжигатель на стене. Вон синий пиликает. Блин. There's something more. Есть что-то еще. A message. Сообщение. Это предупреждение. Я ухожу, потому я больше не верю в истинность призвания. О, может быть, мне не стоило сближаться с людьми. Но когда я это сделал, я узнал, кем они были на самом деле. И поэтому я не думаю, что наша работа помогает им стать лучше. Их неидеальность делает их идеальными. Они полны надежды, непоколебимы, талантливы и сами решают свою судьбу. Именно поэтому я не позволю им стать шестеренками машины, которая лишает их человечности. И самое главное, я никому не позволю забрать ее. Потому что только она смогла увидеть во мне одного из них. К счастью, я думаю, что нашел способ все остановить. Больше никаких экстракций, никаких пробуждений. Но для тех, кто все еще там, если вы все еще там каким-то образом, ни за кем не идите. Не доверяйте объединению. Для него важно только одно — утолить собственный голод. You just wanted Ты просто хотел защитить to людей, protect people. защитить ее. Protect her. That's all there is to it. И это все.
Но я не понял, откуда заражение. Вот самое главное, типа вопрос. Ладно, он помочь хотел. Я понял. Это конец уже, что ли? Да не, вряд ли. We're still due some Но мы еще не explanations. все поняли. Ну да, ничего не поняли. Let's get you back to the Да, terminal. вернем тебя к терминалу. А он ее понесет. Еготыч. О, да ну. Блин, вот это прикол. Надо бежать. I need to get out of here. Нужно поскорее выбраться отсюда. Ничего себе, дошел до трамвая без проблем. Окей. Так, вернусь к терминалу. И где-то херов, What смотрите. happened here? Что здесь произошло? О, зараженные. А как они сюда пробрались-то? Warden? Смотритель. А нет, опять. Ладно, я в порядке. I'm all right. Блин, а я сказал, что доверяю ему, кстати. Наверное, не стоило так говорить. Так, мои кошки в порядке? Опа, смотри. Жесть, вас много. Так, хорошо. Котейки в порядке. Так, эта сволочь, скорее всего, там у себя сидит. Warden! Where are you? С возвращением, исследователь. Что?
Ключ от подземного милицейского участка в терминале. Do you remember? Ты помнишь? Did you know that Ты you знал, were что ты был исследователем? Мне кажется, это просто ярлык от этого чела, смотрителя. Хотя и смотритель, наверное, тоже такой же ярлык, придуманный им же. Но суть ведь не в именах, как бы. Это чё постсоветское время и во времена СССР? Времена СССР. Тьма, здесь только тьма. Ебаный рот. Ибо нехуй, бля. You better be here. Надеюсь, ты здесь. Я столкнулся с переменной, которую ранее не учел в своих планах. Она проснулась сама. Каким-то чудом сработал протокол запуска РФ-капсулы путника, прежде чем я понял, что происходит. Она уже сидела там, подключенная к терминалу. Это он про нас. Я знаю, я обещал себе больше не вмешиваться, но если бы я не вытащил ее оттуда, она бы там отдала концы. Почему она ничего не помнит? Мне нужно ждать. Мне нужно держать дистанцию. Мне нужно молчать. Так. Ну, значит, он знал нас и раньше. Да вот только непонятно, в каком плане он нас знал. Город в аду. Надо пойти сразу этот ядро положить. Это явно мешаться будет. Да. Нормально, мы так сразу этих бомжей мочканули. Так, котейки в порядке. Так. Косарь.
Так, хочется выжигательно тут все трупы убрать. Время всего лишь последовательность существования. Это событие, которое происходит, казалось бы, в необратимой последовательности. Придавать ему человеческие черты, наделять его личными качествами — это так типично для людей. Но оно, как и многие их привычки, не отличается рациональностью. С тех пор я начал смотреть на него как на враждебное создание. Я начал понимать, как люди его воспринимают, что оно ценно и беспощадно, и что оно заканчивается. Это он про время. Это да. Тут больше ничего нет. Облак, ты меня слышишь? You hear me? What is this? Стандартная оценка когнитивных способностей после пробуждения. Излучение взрыв капсулы, данные в секторе А31 показывают 34 совместимости с базовой моделью. Выводы. Испытуемый объект демонстрирует выраженную несовместимость на уровне идентичности, вероятно, из-за постоянного влияния операционной структуры поведенческого модуля. Что это такое? Нихуя. Много путников. О, ну это пиздец. И это все смотритель сделал. И это от меня скрывал. И это все твоих рук дело? Или его?
JNHGBGH Уигуай пришел из портала. Establishing connection with the phylactery. О, филактерия, нифига себе. Ну, хз. Вообще похож на Рутгер Хаура, но вроде не он. Эффект неизвестен. Не, пока не будем. Why do all this to them? Почему ты всем этим занимался? Так. Давай здоровье, что ли, возьмем? Или лучше факел и... Ладно. Здоровье возьмем. Да. Здесь так холодно. У меня появилась новая теория по поводу того, кем является главная героиня. Мне кажется, она Вероника. Я была твоей подругой. Так, пожалуйста, что-нибудь это я. Да блять! Вот кто я на самом деле. Ты разочарована? А патрона? Блин. Son of a bitch.
После каждой попытки все становится только еще больше предсказуемым. Ее эго реагирует вспышкой агрессии и страха. Она кричит, паникует, мучается, а иногда даже плачет. Это нормальная и очень человеческая реакция. Так что я уверен, что успех близок и есть надежда. После завершения начальной процедуры наступает тишина. Я чувствую, что он там, что она функционирует. Такое ощущение, что она не хочет идти на контакт. Как будто она пытается спрятаться. А, я про пол забываю, лол. Блин, ну охереть. Какая длинная цепочка, ё-моё. А. Засейвиться, что ли?
Думаю, пора брать. Не знаю, есть такое ощущение, что может быть конец. Может быть конец. Ладно, напоследок погладим кошек. Чем громче ты мяукаешь, тем сильнее ты пытаешься придать срочность. Are you hungry? Ты голоден? I am positive that Я the уверен, world смотри, has уже already покормил fed тебя, you. лгунишка. You lie. You'd probably like the milk, wouldn't you? It is a pity that cows, like all other livestock, became extinct a long time ago. Did I say something wrong? That is the truth. Aren't you afraid to venture into high-threat sectors? You value your independence, don't you? Всех кошек сейчас погладим. May you Пойдем. always land on all fours, then. Is it true that felines have 9 lives? Все. Всех погладили. Испытание номер 320. Внедрение сущности выполнено успешно. Протокол Лазарь выполнен успешно. Путник НД-3576 активирован. Essence Внедрение implementation. сущности. Лазарь. Да, она и есть Вероника. It's То есть, получается, следователь нашел только такой способ ее спасти. Ебать. То есть она поместила сознание Вероники в путника НД-3576. Жестко. Охуеть. Нормальный такой сюжетный твистан. С возвращением. Нет. Что ты наделала?
Ёбаный рот. Как только я подумал, что мы начинаем чего-то добиваться, как только ты начала все понимать, ты все испортила. Ты чудовище. Чудовище? Это ты сделал меня такой. Зачем? Зачем ты меня такой сделал? Потому что она никогда бы не сдалась. Что? Она пыталась бы спасти человечество любой ценой. И тебе предстояло стать тем, что от него осталось. Потому что ее сущность, нет, ее душа продолжала бы жить в тебе. Как ты смеешь называть это жизнью? Я даже не знаю, кто я. Ты не она. А призвание все было ложью. А, так это он и есть? Ты правда думал, что спасешь их? Спасаешь их? Мне просто нужно было чем-то заменить поврежденные блоки в ее матрице памяти. Так что я использовал для этого поведенческое ядро путников. И я заполнил пустоту тем, что я когда-то был. Я знал, что она изменится. Знал, но я все еще надеялся, что она остается самой собой. Но я так ошибался. Вместо того я остался с тобой. Кем я когда-то отказался быть. Почему? Почему ты не сказал мне, кто я? Кем я была раньше? Я думал, что дарю тебе самый человечный подарок. Я думал, ты проснешься, освободившись от оков прошлого. Что ты станешь новым человеком в этом новом будущем. Что эта новая страница жизни станет твоей. Я хотел тебя освободить. А ты вместо этого выбрала служить. Но у тебя это хорошо получается. Тем не менее, у меня есть... Все еще есть шанс начать. Все заново. И на этот раз я все сделаю правильно. Что ты делаешь? Исправляю. Ах, он сукин сын. Якорь хватай. Пушку хватай. Все хватай и побежали, ебать его. Слушай, ты в опасности. А, это ты. Но как ты... Похоже, наконец-то настал тот момент, которого я так боялся. Что ты... Я не знаю, как это произошло. Я думал, что мое присутствие в прошлом сдерживает пробуждение моего преемника, но, увы. Я почувствовал присутствие. Один из нас появился в этой временной линии. Он, наверное, захочет заменить меня и продолжить выполнять призвание.
Я могу лишь отключаться, чтобы выиграть немного времени. Тогда они меня так просто не найдут. Wait. Подожди. No. Нет, не делай No, этого. absolutely not. Это происходит, Вероника. Никому из них не доверяй. Они даже не станут колебаться. Они не я. Ты для них следующая цель. Если судьба позволит, мы снова встретимся. Повышение уровня для Zero 69. Но сейчас наши Кинчила пути Колдею должны 5. разойтись. Постой, We can still мы think все еще of можем something. что-нибудь придумать. Прощай. Hello. Прошу, не Hello. бросай меня. Окей. Так, с повышением уровня поздравляю. What have you done? Что ты наделал? Ух ты. Выяснить правду у смотрителя. Отправиться за исследователями и противостоять ему. Ну, походу, финал финалочный приближается. Боже, она мне была так дорога. Я хотел только сохранить ее. Защитить ее. Она забрала ее у меня. Если бы я не совершил столько ошибок. Но это не важно. Я могу все исправить. Я могу это остановить до того, как оно случится. Я знаю, где моя Вероника. Я знаю, где ее найти. На этот раз у меня все получится. Я перенесу ее в такое будущее, где наши технологии еще работали на полную силу, и ничто больше нас не разлучит. Бля. Ну, в общем, этот чел ёбу дал конкретно. Теперь он может открывать порталы. Ну, он и раньше мог, но будучи старым, он этого делать, видимо, не мог.
А. А как он так, ну, типа... Я не понимаю. Так он был человеком или нет? Все-таки вот, вот этот момент упускаю я. Ну, как бы то ни было, он способен любить, типа, да? Я знаю. They were my friends once. Когда-то они были моими друзьями. Why are you doing this to me? Don't you recognize me? Разве ты меня не узнаешь? А. I knew he couldn't make it. Я out знал, of что this. нам не выжить. В моменты первой фазы исследования я просто знала. But I still Но я felt все I равно still боролась. Я tried все to равно make it a пыталась, decent чтобы end конец был for us достойный all. для нас всех. I tried to Я пыталась see him видеть его for who таким, he какой он really есть на was. самом деле. He just wanted Он просто хотел узнать. learn. Но как The только в нем moment he поселились сомнения, он began начал questioning меняться. it all, he started to change. Funny. Забавно, в During наших our разговорах conversations, it felt казалось, что like мы we оба на both, мгновение коснулись чего-то for a поистине very важного, brief moment, scraped но the surface of something truly significant, but that wasn't what они they не wanted. этого хотели. And so А потом они забрали меня they от него. took me away from him. Anyway, В любом случае, this is my это last моя recording. последняя запись. End of Конец исследования.
Он здесь чем-то занимается. Ну, действительно. Этому невозможно противостоять. Так, будет лучше. Давай. Он это заслуживает. Так, вот и все. Походу дошли, он должен быть рядом. Так что именно от меня тебе нужно? Я бы хотел спасти тебя, когда узнал, что ты моя следующая цель. Я понял, что не могу сделать это. А какой смысл в моем спасении, если при этом невозможно помочь другим? Не здесь, не сейчас, но и что я узнал о тебе, так это то, что ты непреклонная. И какой же у тебя план? Мой план заключается в том, чтобы оберегать тебя в опасности и надеяться, что ты найдешь решение. Надеяться? И все? Этому я у тебя и научился. Вот так вот. Романтик. Неисправимый романтик. Ну что ж, тут, думаю, реально пора. И взять надо мне Елдень. Болторез убрать, наверное, стоит, я не знаю. Но я правда хз, он нужен, не нужен. Ну, ладно, уберу. Ох, я ему с этого арбалета сейчас насую просто. Правда, я хз, как он стреляет, но... А. Почему ты не можешь просто отпустить? Вероника, ему нельзя доверять, он опасен. Я не знаю, что он задумал, но ему нельзя верить, когда он говорит, что хочет спасти человечество.
He only Он заботится cares about только you, о тебе. and he will И он hurt причинит you. тебе боль. He wouldn't. Он бы не стал. I've seen it. Я это видела. Давай, женская солидарность. Don't understand. Я не понимаю. It is better to Лучше let перестать go сопротивляться, чем причинять than to себе cause еще больше yourself страданий. even more suffering. So, То есть ты хочешь сказать, что мне нужно просто you mean сдаться? to tell me that I should just give up the fight? That I should simply Просто choose выбрать death? смерть? Is that what you're Ты saying? вот это вот хочешь сказать? Нет. Но то, что он собирается с тобой сделать, это... To you, it's Listen, Слушай, он сказал мне, he что ты told me придешь that за you'll ним. come for him. That the collective Объединение punishes накажет его за disobedience. непослушание. Я не из объединения. I am not Я не такая, like как him. он. So, И who что? are Тогда you кто then? ты? I am Я... Это ты. you. Ты даже близко не она. Я не позволю тебе сделать с ней то, что ты сделал. Не. Не позволю тебе сделать с ней то, что ты сделал со мной. Я не я обещаю, клянусь, все будет нормально. Не, стой, не надо. Остановить на это надо будет прямо сейчас. Стой на моем пути. Да я люблю тебя. Она сказала мне, что не любит тебя. Все почти готово. Нам осталось только открыть для нее разлом. Мы отправимся в то время, когда технологии объединения все еще работали. И тогда все станет возможным. Didn't you Разве ты не отрекся от них? Отрекся. Но я никогда не просил воздаяния до этого времени. This is madness. Да это же безумие. Everything you do Все, что ты делаешь, will приведет lead к тому, что ты exactly to избегаешь. what you want to avoid. Я сделаю то, что должен. О, вот это я догадался. Сука! Урод! Блять! Колдун ебучий!
Блядь. Ебануться. А он разошелся прям. Ах ты. Ну иди, сука, ну почему он стоит, блядь? Блядь, я не ту кнопку нажал, ну ладно. Ебать, да ну нахуй. Весь файт заново. Вот это прикол. Блядь!
Блять. Фу, окей. Прошу, дай мне попробовать. У нас все еще есть надежда. I'm sorry. Прости, но я не могу. Я знаю, что причинил тебе боль, но в этот раз я сделаю все правильно. Дай мне шанс попытаться все исправить. Прости меня. Нет. Стой, пожалуйста. Believe me, Поверь, лучше, чтобы это закончилось прямо сейчас. I told you Говорю же, what he's doing то, here чем он здесь is not занимается, going не to спасет save человечество. humanity. It's fine. Да не важно. Чё, блядь? Maybe not Ну, now. может не сейчас, ну, может не в Maybe это not in время. this time. Ну, возможности же, ну, есть как бы. There have to be. Они же должны How быть, are ну. you so sure? И откуда такая уверенность? I know. Я знаю, что тебе пришлось через многое пройти, я верю тебе, когда ты говоришь, And I Кто ты? believe you when you say who you are. But I also и я believe верю, что когда ты that you used to be me. когда-то была мной. And I И сейчас я не хочу сдаваться. now. Никогда он вернулся. Not when he came back. Not when we can try again. Никогда не можем мы попробовать снова. He is not who Он you не тот, remember. кого ты помнишь. He is Он someone тот, кто who хочет wants to помочь help мне. me. He Он is a друг. friend. He is Он poison. яд. Veronica, Вероника, please. прошу тебя. I want Я хочу, чтобы у меня было будущее. Да whatever it какое угодно. No. Нет, ты будешь страдать. Это твое будущее. But without it, Но без него у нас не будет даже искры we don't надежды. even have a flicker of hope. Please, Прошу тебя. I want. Я хочу этого. О, ну хуй знает. Ну хуй знает. Но он время может менять, всё такое. И что он собирается изменить? Ну, он что-то типа понял, насколько я понимаю. Он вроде что-то хочет поменять. Много ошибался, говорит. Но сейчас возьмет и все изменит. К лучшему, типа. Но если я его убью, а какой в этом профит? Вот это вот непонятно.
Но вот этого я не понимаю, какой профит от этого, если я его убью. Ёб твою мать. Ну... Блять. Ну давай пощадим, что ли. Как-то. Ладно. Он кошек кормил. Ладно, вспоминаем хорошее. Он кошек кормил. И все такое. Прости меня за все. Вероника. Пиздец. И мы остались в этом разъебанном мире. Таков наш удел. И все. Бля, прошли. И все, и прошли. Сорян. Пока. О, нет, что-то есть. Так. Сбой процедуры погружения. Матрица памяти повреждена. Поиск последних доступных резервных копий памяти. Ошибка, ошибка, ошибка. Восстановление памяти от 21 декабря 81. Перезагрузка системы. Вероника. Так, они переместились, типа, да? Окей, ладно. Повышение Нет, уровня как? артиск случай LVL 14 Как? 069 А она LVL заражается, 6. что ли? Я не могу тебя так оставить. Другого выбора нет. Ты должна понять, прошу тебя. Я могу это исправить. И я исправлю это. Ранг Б. Пиздец, насрал. Ну, хотя А, Б. Ну, неплохо, ладно, неплохо. 4 смерти всего. Слившихся врагов 411. Поздравляем, вы прошли игру на нормальной сложности. Пройдите игру заново на полученные предыдущие прохождения. Улучшением снаряжения предмет можно найти внутри игры. Вам найти тайнике, сразитесь с более сильными врагами, столкнитесь с настоящим испытанием. Измените внешний вид путника, меню дополнения. О, прикольно.
Но я хочу посмотреть на другую концовку. Ладно, давайте еще раз. На сей раз я ему ебало снесу, нахуй. Нихуя ты выдал. Ебать. Изи разъеб.
I'm sorry. But I can't. I know I hurt you. But this time I will do this right. Just let me try to fix all this. Кстати, а чё мы сами-то серпом пользоваться не можем? Наверное, можем? Stop! Please! Эта дура ни в чем не шарит вообще. It's better for this to end now. I told you. What he's doing here is not going to save humanity. It's fine. What? Maybe not now. Maybe not in this Бля, я сейчас time. их слушаю, мне вообще стыдно стало от того, что я решил пощадить их, нахуй, ну, There have пиздец. to be. How are you so Отпустить, sure? ну это полная хуйня. No. You've been through a lot. Не, ну реально, это... And Она I ни хера не believe you понимает when вообще. you say who you Ни are. хера не понимаю. Ноль But I понимания. also believe that you used to be me. And I don't want to give up now. Not when he came back. Not when we can try again. He is not who you remember. He is someone who wants to help me. He is a friend. He is poison. He's a poison, Veronica, poison. please. I want to have a future. Whatever it may be. No. You are going to suffer. That is your future. But without it, we don't even have a flicker of hope. Please. I want this. Сдохни. No! Why? Зачем? Why would he even Зачем? care? Зачем? I am your past. Я твое damn it. прошлое, чтоб тебя, ты могла просто уйти. You could just go away Ага, и тебя разъебали бы нахуй. and be free. И обрети свободу. Я и так свободна. О, да. Реально. We all Мы все свободны. Воу, что? Погоди, что она сделала? Ну, прыгай в портал, что тебе остается?
Она в квартиру прошлое вернула. Open up, Edward! Эдвард, открой дверь. Open up! Открой, пожалуйста. Oh, thank О, God! слава богу. Veronica? Вероника? Hey, Эй, все в порядке. Что it's all происходит? right. I What's going on? Я just didn't want просто to kill не хотел оставаться одной. Подожди, в любом случае пиздец? Или что? Сколько тут концовок, интересно? Любопытно. Так, мне стало любопытно. Так. Кронос. The New Dawn. Концовка. Все концовки плюс ключевые решения. Так. Прелюдия, концовка. Концовка. Мы в него стреляем, она You just приходит. let go. Veronica, you can't trust him. He's Концовка dangerous. Б. I don't know what his plan is. Истинная, лучшая, секретная концовка. Выстрелить в него, закончить на этом, пощите и начать сначала. А что для этого нужно, интересно? Тут не сказано, да? I can't let you Я do не this. могу позволить тебе это сделать. Must be saved. Ее нужно Why спасти. would you even Зачем care? тебе вообще все это? Вот зачем I тебе am вообще не your плевать? past, Это твое damn it. прошлое, чтоб тебе, ты могла бы просто You could уйти just go away And and be be free. и обрести свободу. What? Что? It already happened. Это уже случалось. It's happening all Это over again. снова происходит. Somehow, Каким-то образом always ends оно here. всегда заканчивается здесь. Может, тебе стоит сбросить все свои шрамы? All the scars. And most И importantly, самое главное, бросить меня. I won't leave you. Я тебя не брошу. Все хорошо, Вероника. Она может быть права. Иди, забери ее. Шанс все еще есть для вас обоих. for both of you. Will it work? Думаешь, получится? You never Ты give up. никогда не сдаешься. You'll make it Ты work. справишься. Так. Идем со мной, если хочешь жить.
Прости меня за все, Вероника. Окей. Welcome, Veronica. Добро пожаловать, Вероника. It's time. Пора. Непон. Listen to the will of those Слушай who will волю not тех, кто не speak. заговорит. And if the tools are И not если willing, инструменты не хотят, they will be. они захотят. Their will will be Их воля considered будет признана ошибкой. fault. And the fault И ошибка эта будет removed. устранена. That is all Вот и все. that is said. Все сказано. Нихуя не понял. Ну, подождите. Она, получается, вернулась, да? Где началась игра? Просто. Что? То есть она выступает в роли Привет. смотрителя, что ли? В рэп-текст, здорово. Привет. Блин, очень похоже на Будешь то. проходить? Ну, хз. А стоит? Что там вообще есть? НГ плюс. Ты проходил? НГ плюс. Стоит. На хард-моде пушки все докачать. Да проходил. Но сейчас вышло Silent Hill F. Скорее всего, его будем проходить. Но это уже завтра. Завтра. А так, в целом, мне игра прям сильно понравилась. Хорошая игрушка. Хорошая. Чё, прошел игру, что ли? Ну да. Сейчас глянули на все концовки. Ну, точнее, собственноручно глянули на концовку А и Б. И секретная еще была, которую непонятно, как получить. Не шарю. Новая игра плюс. Чтобы открыть третью, надо игру еще раз пройти. Listen to the will of those who will not Слушай speak. волю тех, кто не заговорит. And if the tools И если are not инструменты willing, не хотят, they will be. они захотят. Погодите-ка. Этого не было при новой игре. То есть она типа все помнит? Обнаружен потеря сигнала запущенного субъекта. Протокол Лазарь задействован. Когда проходишь Протокол. заново, знав все, то совсем по-другому ощущается игра. Добро пожаловать, путник КНД-3576. Ваш процессинг перестал функционировать. Пора пробуждаться. Запуск стандартного теста когнитивных способностей. Сосредоточьтесь, что увидите. Животные дерутся. Animals fighting.
Еще раз. Корабль тонет. Ship. Sinking. Еще. Река бурлит. Over. Rushing. Фаза 2. Сосредоточьтесь. Каково ваше предназначение? To bring them back. Вернуть их. Меня поддерживает благополучие своих членов и общества. Father. Отец. Мать — это женщина, которая родила ребенка. Мать. Ребенок. Child. Фаза 3. Ограничений по времени. Сосредоточьтесь, положитесь только на свои инстинкты. Все уже на месте. Люди. Уединение. Attitude. Конфликт всегда будет существовать в обществе. Конфликт. Общество. Society. Вечность — это бесконечное время, которое никогда не заканчивается. Вечность. Бесконечность. Endless. Тьма. Dark. Тьма. Какая-то женщина. Окей. Добро пожаловать в ваше призвание, путник. Ваша задача найти своего предшественника НД-3500. Установите якорь, продолжите работу. Объединение благословляет вас этой реликвией. Such is our calling. Subjects are calling. Please step out of the sarcophagus to begin your task. It is not working. Вот такие петли мы срываем нахер, а маленькие замки сломать не можем. Напоминаю, просто... Traveler ND-35. Путник НД-3576 запускает журнал. The travel log. Triangulating. Определяя последнее известное местонахождение павшего предшественника. Commencing search. Приступая к поиску. Ну, прикольно. Прикольно. Металлолом, химката. Ля. Все далее. Угу. В тайнике Всюгана будут до первой базы, как дойдешь. Угу. Ну, стоит проходить по ходу в целом. Но потом. Я завтра определенно точно буду играть в Silent Hill F.
Но, кстати, сейчас я, наверное, совсем другие сущности буду с собой таскать. Хотелось бы найти всех мажицев и с ними. Пацана мажется, мать мажется и батя мажется. Погоди, филактерии у меня нет, хорошо. Прикольно. Воду-то мы помним. A generator. It is lacking 2 fuses. Location dock found. Saving collected data. Марсель мажется, тоже найдем. Лидия мажец, Марсель мажец и не помню, как батька звали, но тоже мажец.
I encountered malformed biomass. Caution advised. Блин, эту игру прям проспидранить можно. They become stronger. I must not allow this to happen. Cat. Боровка. Чертеж арбалетного болта. Нихуя. Ха! Нихуя придумали. Ядро использовать. Ну потом, может быть, да.
Кстати, погоди-ка, я болторез-то там... Как не заметил. Confirmed that her name is Veronica Kaminsky, born 1948. Dr. Veronica Kaminsky. What is this? Why am I here? Am I being arrested? Doctor, you are here because the situation at the Steelworks has changed. We have come into possession of a certain asset. Asset? Ну да. Так. Ай, болторез нет. Жалко, жалко. Ну ладно. Давайте сохранимся. Потом. Ну все, давайте. Буду прощаться. Всем пока. Спокойной ночи. Завтра Silent Hill F будет у нас. Заценим. Да. Все-таки я проходил все практически части Silent Hill. У нас был Silent Hill марафон. Так что это будет интересно. Всем пока.